Как насчет видео? Оно вертикальное или горизонтальное? Я все сделал горизонтально, пока народ собирается. Слава, вертикально. Вертикально. Ну, я же поставил горизонтально. Я же поставил горизонтально. Друзья. Я дал команду. Почему она не слушается? Тогда стоп. Не надо делать стоп. А что? Потому что потом уже будет все делать там. Переворачивай туда вертикально. А что значит как нужно? Я не знаю. Вертикаль переворачивай. Вертикально свой телефон. Может быть, сейчас можно изменить. Сейчас, ребята, будем трудиться. Я все поставил, друзья. Вертикально ставь свой телефон. Конечно, не смогу уже брать. Возможно, там будет другая ссылка. Друзья, привет. Привет, привет, привет. Как слышно, как видно. К сожалению, я поставил в настройках горизонтальное видео, оно почему-то не сработало. Я не знаю, что делать. Сейчас я не могу изменить настройки, потому что будет совершенно другая ссылка, и не хочется вас как-то напрягать. Поэтому, а так мне довольно будет сложно. Но, как есть. Давайте начнем так разговаривать. Мне хочется показать вам не только картину, которую я не так давно написал. Пишешь, что микрофон не подключен. Подключен? Да. Звук плохой, да, у вас, друзья? Извините. У нас все идет. Оп. Так, друзья, напишите, звук есть? Звук есть, друзья? Алло. Идет ли звук? Скажите, пожалуйста. Все ли в порядке? Практически не слышен. Есть, но слабый звук. Слабый звук. Слышно, но очень тихо. Ага. Вот это да. Это я не понимаю. У всех тихо, друзья? Да. У всех тихо. Но Луиза пишет, что есть. Луиза, нормальный звук? Как обычно, просто меня немножко сбивает с толку, что тихо. И видео вертикальное. Есть хорошо, пишет. Есть хорошо. Ну ладно. В общем, работа. Называется она
Ундина или русалка. У меня есть две работы, и так называется. В северных широтах нашей планеты она называется Ундина. Это девушка, которая живет якобы в болотах, в трясине и затаскивает туда молодых, ретивых, румяных парней. Просто в моей жизни, давайте я как-то все-таки поближе эту картину поверну, чтобы вам было повиднее. Еще раз извините за какие-то неудобства. Я не понимаю, что У происходит кого-то слышно звук, у кого-то с не слышно. YouTube. Ну, если у кого-то слышно хорошо, по умолчанию уже не может быть. Значит, у кого плохо, посмотрите ваши настройки. Ну, усилите, пожалуйста, там, где у вас, там, где можно усилить. Ну что ж, значит, картина «Русалка», Ундина. Все началось с того, что это еще было во времена Строгановки, ну, после Строгановки. И я любил Серебряный век, поэзию, импрессионистическую, кстати. И как-то наткнулся на стихотворение Валерия Брюсова. Я его прочитаю, оно короткое, которое сильно тронуло мою душу в тот момент. Я мотылек ночной, послушно кружусь над яркостью свечи. Вздыхает пламя равнодушно, но так ласкательны лучи. Я этой лаской не обманут. Я гибель знаю наизусть, но крылья биться не устанут. С усладой повторяю «пусть». Вот все невыносимей жгучесть, тесней и опьяненней круг. Так явно неизбежна участь, но в падании захвачен дух. Хочу упиться смертью знойной, изведать сладости огня. Еще один полет нестройный, и пламя обовьет меня. В то время я переживал нелегкие какие-то такие часы, дни, годы, ну не годы, все-таки месяцы. И я размышлял, как так устроено, что меня тянет к человеку, в пламени которого я сгораю. И тем более... Слава, здесь говорят, что все-таки микрофон коротит, и говорят, что ты впустую говоришь. Коротит. Ну, пишет вот Мичуринский. Коротит? Да. Коротит. Ну хорошо, давайте я тогда зажгу другой микрофон, и мы еще раз впустую не хочется. Ну, другие пишут, что звук есть. Я не пойму просто как. Не знаю. Давай тебе повесим этот микрофон. Ну, тут что-то вряд ли. Что-то вряд ли. Другие пишут, что нормально. Хорошо, если другие пишут, что нормально, значит все в порядке. Ну вот именно, если нормально, так чушь. Спасибо большое за Не может же быть коротит, значит, если бы коротило, то у всех коротило, правильно? Ну так вот, и я работал после Строгановки дизайнером, и я поехал в Омск по работе, делал проект. И вечером пошел в театр омский и увидел на сцене очаровательную актрису, которая очень мне понравилась, как она играет. Я почувствовал силу такое влечения. Ну, влечение, не влечение, но я пошел... Нет, я тогда еще не пошел за кулисы. Я приехал в следующую поездку и пошел за кулисы, пошел опять на спектакль, она была занята. И подошел к ней, и сказал, что вы очень сильно играете, мне очень понравилось. И поскольку я написал работу, пишу работу, и вот эскиз, который я сделал, он как-то тесно связан с вами, и хотел бы вам подарить. И мы с ней побеседовали, как-то там на лавочке посидели. Но дело даже не в этом, а в том, что я чувствовал внутри себя, что меня очень сильно тянет, как мотылька ночного, вот, в огонь.
Я понимал, будучи сидя там в зале, что это не мой человек, но почему меня так сильно к нему тянет? И пытался это разгадать, ну, в живописи, да, и писал картину. Кстати, та картина, ну вот вертикальный экран мне не позволяет вам как-то все это полноценно показать, то, что я задумал, но попытаюсь. Я тогда написал картину, вот она здесь на экране, ну, как-то, может быть, не знаю, что у меня получится, но практически ничего у меня не получится. Вот так. Не получается. Попробую немножечко повернуть камеру, чтобы хотя бы вам как-то было видно. Ну вот, эта русалка была написана в 90-х годах. Она была на выставке, провисела, наверное, она один день. Ее купили японцы. Вот в таком виде она была. То есть девушка выседает на таком пне, пень, который переходит в тело мужчины. Собственно, здесь то же самое, только по-другому. Написана другая композиция. Я готовил, эскизы были, была акварельная версия вот такая. Потом уже через какое-то время я задумал, значит, работу. Ну, вот еще вариант эскизный. Довольно много было вариантов. И в конечном счете я пришел вот к этому варианту. Совершенно навзничь такая девушка. Это тоже пень, коряга такая, да. Сильно объяснять это все не хочется. Я извиняюсь, думаю, Да. что все-таки звука нет. Тогда выключай, наверное, микрофон, потому что он не работает. Надо громче говорить. Как может быть, у кого-то есть, у кого-то нет. Ну, пишет, что все в наушниках, везде в наушниках, но вот тут слышно. Нравится пока. Так, друзья, что с этим микрофоном? Скажите, пожалуйста, идет сейчас? Или опять впустую мы работаем? Идет ли звук? Скажите, пожалуйста. Алло. Сейчас звук хороший. Пойдет, да? Ну ладно. Ну вот эскизы к вот этому варианту. Графически разные я делал варианты. И в конечном счете, ну вот такой еще он. Я тоже к нему периодически пишу, возвращаюсь, по-разному его пишу, вот этот вариант. Ну как-то тема такая для меня интересная и запала в душу. Так вот, я надеюсь, эту работу скоро покажу. Будет выставка в Нижнем Новгороде, значит, как она называется, «Арт-мир». В конце января заезд, и она будет до начала февраля, я даты сообщу. Так, и текст, который я иногда пишу, какие-то тексты, и сейчас на выставке в Нижнем Новгороде я повесил эти тексты у 5 картин. И один, ну неважно. Так вот, текст, который сочинился к этой русалке, такой. Русалка, загадка из загадок, тайна. В ней притягательность и нежность сплетены. Она живет страстью, огонь в ее снах. Русалка, фея земли. Ты – песня природы, мелодия любви и поэма нежности. В твоем присутствии мир становится иллюзорным, а реальность – сказочной. Ты – порыв ветра, но такой теплый, что даже ледяное сердце не может устоять. Словно волна, непостоянная,
и свободная. Ты песня природы, мелодия любви и поэма нежности. Твоя красота расцветает в моем сердце, как переливы драгоценных камней. Загадка женщины. И что она скрывает? Что таит в своем величии и чарах? Я хочу утонуть в океане твоих глаз. Может быть, тогда ты раскроешь их тайную глубину. Ну, вот такой текст. Я хотел бы все-таки перейти к вопросам вашим. И я задумал такие эфиры делать еженедельно, как получится. Надеюсь, что это вам будет интересно. И YouTube начнет все-таки транслировать горизонтальные трансляции. Так вот, было же это. Так вот, в начале каждого эфира я буду с чем-то вас знакомить, с какими-то моими работами и с какими-то историями, как они создавались, что я переживал, над чем мучился или не мучился, или наоборот. А сейчас, если есть вопросы, давайте я с радостью отвечу. Да, Юлю, может быть, не очень хорошо слышно, микрофон у меня. От Олега Сизаненко вопрос. Вячеслав, в Телеграме кем-то была высказана идея провести совместную с вами выставку, например, учитель и ученики. Как вам эта идея? Было бы интересно посмотреть на результаты работы вашей школы. Вы знаете, Олег, спасибо за вопрос. Очень много было выставок, когда был ЦДХ, живьем. Я проводил классы и лучшие работы студентов. Мы делали совместные выставки и показывал. Если кто-то сейчас есть из студентов, напишите о ваших впечатлениях о тех выставках. И были работы очень сильные, и все это было очень красиво. Я просто сейчас не знаю, где это технически сделать. В Москве нужно тогда, если у кого-то есть идея, в каком помещении это сделать, я с удовольствием. Сейчас вот в Нижнем Новгороде, да, пришел один посетитель и смотрит работу и сказал: да, живопись нужно смотреть живьем. Ну, понимаете, ей-богу, не хочется это превратить в интернет-конкурсы такие, какие-то не очень впечатлительные, а живьем нужно показывать работу. И я только за. Единственное, что не хотелось бы, чтобы, вот, например, на классе делают, я не знаю, натюрморт один и тот же, что я буду показывать один и тот же натюрморт. Нет. На мастер-классах мы пишем разные мотивы. Вот это надо показывать, чтобы это было какое-то многообразие. И я только за. Так что давайте совместно подумаем, на какой площадке это делать, и давайте делать. Я не против. Наоборот, только за. Слышно, как Юля задает вопрос? Он пишет, что так же слышно, как и тебя. Ну и прекрасно. Все, тогда поехали. Не работает. У тебя микрофон говорит. Кто-то говорит. Что, постарайся погромче. Так, друзья, это правда, что не работает микрофон? Ну, говорят, что у кого-то работает, у кого-то не работает. Я не понимаю, что. Ничего не понимаю. Так, вопрос. Слава, есть какие-нибудь правила, как затемнять и засветлять замес, или все на интуиции и опыте? Ну, вы представляете, например, вы делаете теплый замес краски, да? И что, нужно затемнить. Да? Или красный, хорошо, красный пример. Вам нужно потемнее красный. Но не вмешивать же в нее черную. Не вмешивать же в ультрамарин. Цвет исчезнет. Замешивайте темную красную. Или там используйте краплаки разные, фиолетоватые. Чтобы был цвет красный сохранен, чтобы он не убился вот этим зачернением. Да? Один даже художник мне рассказывал, знакомый, что его учитель, он сам из Кисловодска, учитель говорил, что красное никогда не нужно разбелять. Его учитель учил, что на свету красный пусть останется красным, а в темноту уходить в сторону, там, не знаю, краплака. Да? Но посмотрите на работу Архипова. Там красный с белилами. Как это все женщины сидят, помните, в горнице. И свет там на полу. Там
красный разбеляется. Используйте белила, почему нет? Ну, это хорошо вот с таким активным цветом. Но то же самое с холодным. Не надо добавлять туда черное. Добавляйте что-то, что, ну, если цвет сохраняет свой холодный, там, ультрамарин, да, ну, бывает, ну, я не знаю, ну, краплак добавьте чуть-чуть. Ну, чтобы сохранялся цвет. Но это опять зависит, вы правы, интуитивно. Иногда нужно и черное добавить. Но давайте лучше дальше, потому что это вопрос, знаете, очень конкретный. Конкретно это значит, вот мы пишем какой-то мотив на том же классе, и мы конкретно разбираем, что делать с этим цветом. Так общо сейчас скажешь, а вы начнете месить, и я окажусь виноватым, потому что ну, нет общего ответа. Это нужно сравнивать просто. Этот темный цвет, он куда? В холодный идет, в теплый идет. И да, на палитре нужно делать замес. Кстати, я придумал, кто-то из вас писал, что берет, значит, палитрочку с ну, палитру с маслом и кладет в воду, чтобы сохранять там месяц, что ли, сохранять. Я сейчас заказал на Валбересе пластиковый, ну, пластик из, как он называется, ПВХ, 2-миллиметровый. И хочу прям в свою палитру этот пластик поставить. Пишу, нужно делать это самое на ночь в тазик с водой. Да, Юля? Вопрос, Слава. Вячеслав, у вас был личный учитель? Сара Казань спрашивает. Личный учитель, публичный. Вы знаете, Сара, спасибо за вопрос. Мы в Строганове, когда учились, ну и в Суриковске, естественно, они к нам бегали, мы к ним, студенты, на просмотры, да, когда показывали работы, ну, там, преподавательскому составу, да. И вот эта беготня, она была обусловлена тем, что студенты не находили ответов на свои вопросы среди преподавателей. Хотя уровень преподавателей довольно высок в Строгановке и в Суриковском. Ну, что тогда бегать, да, если все понятно? Нет, бегали в поисках гения, в поисках ответа, как писать. В поисках ответа, как писал Фешин, например. Да, вот я бегал, я встречался с кому только не задавал этот вопрос, никто мне ответить-то не мог. На самом деле это так. И это, ну, такая печальная история, с одной стороны. С другой стороны, подстегивает этот интерес, заставляет бегать. Ездил в академию, покупал книги, кучу книг. Ну, смотришь ты в эту книгу, ты видишь, что это написано. Но как он писал, как вел работу, это все, человека нет. Есть только работы. Научиться читать их очень сложно, но, как выясняется, возможно. Поэтому ответ мой такой, что педагога не было, и те разговоры, общение с художниками, которых я очень сильно уважал, не давали мне ответа, как писать, как это написано. А очень хочется познать технику такую, которая вот прям непознаваемая. Да. Попробуйте это сделать. И это может быть даже очень хорошо. Вся эта история с тем, что я не находил ответа, и привела меня к созданию вот этой школы. Когда я пишу и ставлю камеру и показываю вам, и вы видите мотив, и как это делается. И если те из вас, кому нравится моя живопись, могут это увидеть и могут понять, как это устроено, как сконструировано, из чего это состоит. Поэтому, ну, вот я еще раз призываю вас обратить внимание на мои уроки. Я бы не пропустил, наверное, эти 15 лет, хотя, ну, те, кто не знают, я не писал практически 15 лет, не практически, а в общем не писал. Занимался другим.
Я бы не пропустил их, если бы, наверное, тогда было видео, и кто-нибудь из тех, кого я уважаю, показал, как он это делает. Да я бы, блин, я не знаю, вперился и просто жил бы рядом с монитором или с этим человеком, чтобы увидеть, как это делается. Так что вся вот эта, не вся просто, эта идея издалека, из невозможности, моей невозможности увидеть, как художник пишет. И когда художник, преподаватель работает в мастерской, в академии в питерской, я видел, таковые есть. И сейчас я собираюсь вновь съездить в Питер, надеюсь, туда зайду и сделаю сюжет из академии для вас, ну, если все получится. Конечно, это очень здорово, быть с таким рядом педагогом, когда ты видишь, как это все рождается. Даже если у тебя свой стиль и у тебя свои интересы, но ты впитываешь одну технику, другую, третьего человека, и потихонечку развивается такое видение тона, и все становится на свои места, и все в порядке. Ну, вот так, наверное, давайте дальше. Да, Вера спрашивает: Вячеслав, благодарю вас за видеоролики. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь прислать вам свои работы на разбор? Не в рамках курса. Я просто хочу ответить Вере, что я сейчас отправлю ссылку на консультацию. Погромче. Скажите это тоже. Значит, Юля сейчас отправит ссылку вам на вот как раз на эту опцию, консультацию, на разбор работ ваш, да, и вы, пожалуйста, присылайте. Ты прямо сейчас отправишь? Да. Любовь спрашивает: Вячеслав, как решить вопрос с фоном? Тени должны быть прозрачными в натюрмортах? Вы знаете, я общался какое-то время, даже несколько лет, с музыкантом довольно-таки высокого уровня, так, пианистом. И от него я услышал, я тогда слушал много классической музыки. Он меня все время спрашивал: а вот это тебе нравится исполнение, а вот это нравится, а почему нравится? И я от него тогда услышал, что когда музыкант, ну, оркестр симфонический играет какое-то произведение, и там форте, да, но они не жмут на клавиши, они не вышибают из всех литавров все, что можно вышибить, или там из звука там какого-то там инструмента. Они пишут, они играют так, что есть запас. А форте есть еще запас. Я к тому, что все делайте прозрачным. Никогда не делайте вот как заслонка у печки, черная как носок. Пусть будет запас до самого плотного. Тогда живопись будет более воздушна, более прозрачна, и тональные связи главное сохранять. А черное не делайте черным. Даже в черном, самом темном, ищите цвет. Вот он куда? Темно-коричневый, может быть, какой-то краплак, какой-то ультрамарин, зеленый. Но чтобы был цвет. Цвет в живописи основа. Да? Анна спрашивает: в советских учебниках не рекомендовали смешивать некоторые краски, например, кадмий и охра. Якобы создается непрочный слой. Соблюдаете ли или современные краски все-таки сочетаемы? Я думаю, что современные краски достаточно хорошие. Над этим работают специалисты уже не один десяток лет. И я думаю, что смешивать можно все. Но если я не прав, скажите. Даже краплак пишут прочный. Хотя всегда считалось это непрочной краской. Краплак розовый прочный. Представляешь, прочный. Название краски. Значит, не отваливается. Смешивайте. Главное, чтобы была живопись. Да не заботьтесь вы сейчас я не знаю, смешивается это, отвалится она, не отвалится. Сделайте красоту. Пусть будет радость на сердце. Пусть отвалится все. Лишь бы была радость от того, что вы сделали. Реставраторы позаботятся.
Руслан Листьев спрашивает. Добрый вечер. Как правильно Здрасте. писать картины? Сейчас пишу картины по принципу, если получилось, так как хотела, мое внутреннее состояние. И это красиво. Значит, все нормально, это правильно. Ну, представляете, вот человек, у меня есть знакомые, которые, ну, много по жизни было, которые любят петь, но не попадают в ноты. Их состояние блистательное, прям, я не знаю, слезы на глазах, но в ноты не попадает. Любит петь жуть, вот прям, но мимо нот. Как тут быть? Вот подскажите, помощь зала. Значит, это наука. В любом случае нужно попадать в ноты. Нужно краску положить в то место, где она будет звучать. И ту краску в соседстве с другой, которая будет звучать. Нужно это изучать, эту науку. Поэтому-то и призываю вас, ну, ходить на классы к тем художникам, живопись которых вы любите. Ну, что еще? Если меня любите, приходите. Вот академичка это ближайший класс на академических дачах имени Репина будет в феврале. С 8 по 11 февраля записывайтесь. Присылайте на WhatsApp заявки, там уже группа набирается. Изучайте живопись. Ну, представьте, вы вот, например, жутко хотите быть врачом-хирургом. Прям вот скальпель, да, вот. Ну, вы же зарежете человека, если вы не будете знать, чего там у него отполосовать. Это же надо много лет потратить на изучение. А живопись очень серьезная наука, тем более тут интуиция. И часто преподаватели говорят, что вот мы рисунку вас научим, а живописи уж как-то сами. Лиза Савченко. Слава, скажите, пожалуйста, какая у вас была дипломная работа? Ну, я дизайнером был, и это целая история. Я сочинил автобус междугородний, извините, с наклонным салоном. Идея в том, что как в кинотеатре, то есть задний человек, вот я сижу, а впереди человек передо мной, чтобы я не утыкался в его затылок, как в самолете, а чтобы его затылок был ниже, чтобы я видел то, что передо мной. Поэтому сделалась идея наклонного салона. Ну дизайн. Это немножко не по теме, но тем не менее. И меня жутко ругали на уровне, когда я делал этот диплом, и потом ругали. И что вы думаете, через несколько лет я увидел автобус с наклонным салоном, который едет, я не помню, то ли это было за границей, то ли в Москве. Ну, может быть, в Москве. В общем, идеи витают в воздухе, либо кто-то был на защите диплома и увидел этот мой проект и скоммуниздил его благополучно. Был бы миллионером. А мне говорят, нет, ты что, сопротивление воздуха, ни в коем случае. НАМИ, это НАМИ, значит, чего там? НАМИ, автомобильный, какой-то институт, который автомобили проектирует здесь, в Москве, на Войковской. Там специалисты говорят, нет, ни в коем случае, это пропащая идея, даже не думайте, наклонный салон. Да-да. Лариса спрашивает. Вячеслав, почему вы не писали 15 долгих лет? Как такое могло случиться? Мук души ведь не избежать при этом? Мук души? Но я же не делаю все, что прям, вы думаете, я мучился, прям хотел писать, но нет, не буду, кисточки поломал. Да нет, это глупость просто моя. Я думал, что... Причем картины продавались в лед, в ЦДХ, я помню, в те времена. Ну, просто. И мне стало ощущение такое, знаете, вот дурацкое, что ты можешь все, на самом деле. Это, кстати, работа, которую я показал до этого, это вот из тех времен. Что ты можешь реализовать все, что ты хочешь, но это ошибочная штука. Художник же учится всю жизнь. И институт это еще только первый шаг. Вот ты выходишь из этого института, вот когда начинается обучение. Когда ты один, когда у тебя нет ни мастерской, ничего, вот ты начинаешь рубить. Вот что делать? Идея есть. У меня вышло по-другому. Я просто почувствовал, что становлюсь исполнителем
своих эскизов. То есть в эскизе я проживаю полностью, а мне очень важно было проживать, чувствовать полноту, когда я работаю. И просто, может быть, меня не научили проживать так же глубоко, как в эскизе, когда ты делаешь большую работу. Это так. И я думал, что я просто переношу эскиз вот сюда. И в этот момент я почувствовал, что я как будто, уже мне это не интересно. Я уже прожил все, что нужно в эскизе. Вот мне осталось перенести такое, рабство какое-то своих, своих возможностей рисовальческих. И тут я просто увидел, насколько мне интересно быть, во-первых, в создании там фильмов, в монтаже, в съемках, в монтаже того, что я делаю. Я ездил тогда в разные страны и в Индию много раз. И меня всячески интересовали идеи. Зачем люди в Индию ездят? Вот затем и я ездил. Разобраться в себе, что я такое, что это такое за штука любовь. В общем-то, об этом я и снимал свои какие-то фильмы. И общался с теми людьми, которые, как мне представлялось, могли мне помочь разобраться. Те, которые знают, что это такое. Поэтому, это как-то увлекло меня, на довольно-таки долгое время. А потом я вновь почувствовал себя очень комфортно вот в формате холста. И это 10-й, 11-й год начал ездить на наброски и почувствовал, что, ребята, ничего никуда не девается. Как будто с того момента я начал продолжить свой рост, свое обучение мастерству, и потихонечку начал возвращаться в это, и где-то через год уже мне было хорошо, и через 2 там начались опять выставки. Я пришел там в ЦДХ, помню, в поисках группы художников, кому вообще можно показать работы и прилепиться к кому-то. И был один человек, который говорит: возьми мои работы, возьми мои. Ладно, поставь там, пусть выставка идет, а пусть они там постоят. Да. Я был счастлив, что мои работы взяли, чтобы постояли они просто в уголке. И на той выставке были работы Бато, мне очень понравились. Тогда было первое знакомство. Тут как раз где-то 11-й, наверное, год. И мы потом с ним встретились. Но это другая история, давайте дальше. Константин говорит, что он на стадии Гризаи. И какие посоветуете упражнения? Если Гризаль такой, вот все упражнения, все, что вы делаете красками и видите, как натюрморты, я не знаю, мотивы, пишите ограниченные палитры. Фешин этому уделял довольно-таки серьезное внимание. И писал, опять же, того же Цорна вспомним, да? Красная краска, черная краска, охра и белила. Все. И посмотрите, какие растяжки он делал, какие цвета из этого выжимал. И черные, там с белилами, на фоне теплых, охристо-красных, теплых тонов, они выглядят холодными на контрасте. Так что, можете и Гризалю писать любые мотивы, но это действительно, как вы говорите, упражнение. То есть для того, чтобы разобраться в тоне. Что тут вообще, вот что светлее, что темнее. И все это большими массами, прям одна масса к другой. Там зелень к этому. По пятну большому смотрите, холодное к теплому. Еще холод-тепло добавляете в эту Гризаль, и вы посмотрите, как это поможет. Вы почувствуете, насколько это важно. Разобраться в тоне. Вот все упражнения. Пишите все мотивы, любые мотивы. Любые. Гризалью, да, добавьте сюда ультрамаринчик, добавьте туда охру. И вот этими 4, красненькую, и хватит. И попробуйте на сдержанной палитре решать сложные задачи. Это очень поможет, правда. Кстати, хорошая задача для моей школы, для каких-то заданий использовать прям 4 краски. Мы будем, мне кажется, я думаю, это надо ввести, да, Юля. Анна спрашивает: Слава, если небо узкой полоской
Ну, вот узкая полоска, вот она же работает. Видно, да, то рисовать нужно все 3 зоны, чтобы учитывать это. Растяжку в смысле вверх? Ну, Ну, не всегда. Но бывает так, что чуть-чуть, да, чтобы показать, что это купол, да, вы, наверное, имеете в виду. Ну, не знаю, по-разному. И так может. Зависит от того, что здесь, чем занято основное полотно. Константин добавляет, мне 40, начал Неужели? заниматься недавно. Так, А, пацан. 40 знай- это пацан. Да, знаете ли вы похожий случай с положительным результатом? 40. Вы наберите просто, Константин, художники, известные художники, которые начали поздно там рисовать, писать. Вот сейчас наберите и сообщите нам, сколько вы имен найдете. 40. Руб 40. Да это просто, я не знаю, ни о чем. Даже не думайте об этом. Начинать пишите. Ну, вы представляете, там у певца, Каруза возьмите. Знаете, когда творческий вот рассвет наступает? Вообще у оперных певцов. В каком возрасте наступает рассвет? Напишите, кто знает. Давай подождем. Ну, напишите, в каком возрасте у оперного певца, певицы. Что Юля пишет? Наступает расцвет. Кто-нибудь знает? Ну, пока нет, пока Алена вот Полунгрик тебе передает привет. Привет, И Лена. всех приветствует с Сицилии. Слава, с огромным удовольствием слушаю, вы прекрасный рассказчик. Ну, кто-нибудь написал? Спасибо, Леночка. Пока нет. Нет, 50 лет, пока вы долго собираетесь, значит, не знаю. 50 лет, представляете? То есть до 50 народ работает, и в 50 приобретают форму звучания. Так что, ну, это в оперном. А писатели? Ну, просто это исключение, когда, я не знаю, там Пелевин или Жюль Верн, кто там еще в раннем возрасте начали писать, вот, уж больно хорошо. А в основном это 50-60 лет и дальше. Давай дальше. Ну, пока больше нет вопросов таких. Ну, тогда заканчиваем, да? Ну, 40 Сколько? минут. 40 минут. Друзья, отлично. Спасибо вам за то, что пришли на эфир. Извините еще раз, я клялся, божился, что будет горизонтально, но я поставил горизонтально. Почему она так показывает, я не знаю. Буду тестировать еще 100 раз, чтобы не опростоволоситься в следующий раз. Значит, объявлю еще раз для тех, кто не слышал, что с сегодняшнего дня работает в нашей школе скидка ударная, Черная пятница. Она произошла с какого года, Юля? С 60-го какого-то года в Америке. Черная пятница. Я думаю, что такое Черная пятница? Умер, что ли, кто-то? Нет, не умер. Что-то там черное произошло. Там связано было с продажами, потому что после пятницы какие-то продажи там вырастали у кого-то. День благодарения в США. После Дня благодарения. Ну и вот. Так что в связи с этой пятницей скидки 60% на все мои уроки. Подбирайте. Юля разбила это все по категориям, по жанрам, и вам будет очень удобно. На сайт заходите и подключайтесь. И будем просто развиваться уже мощно, а не только вот на экране. Будем встречаться и писать вместе. Ну, пока. Спасибо большое.